Сегодня фильм «Это все она». 1999 год. Автор сценария Эрли Флеминг-младший. Режиссер Роберт Исков. В ролях Фредди Принц-младший, Рэйчел Ли Кук. Бюджет 10, сборы $106 миллионов. Сюжет избитый. Как в школе непопулярную девочку популярный парень наспор своим вниманием превращает в королеву школы и попутно влюбляется в нее. Фильм я смотрела много раз, и с каждым разом интерес не ослабевает. Что странно, в карьере Фредди и Рэйчел этот фильм самый значимый. Я их видела еще где-то, но даже названий фильмов не вспомню. Что же касается Пола Уокера, то его карьера была более успешной, пока смерть не остановила его. Мне очень нравился Уокер, но здесь он с лишним весом и не очень симпатичный. А Фредди и Рэйчел красивые ребята, даже слишком красивые, особенно Фредди. Такие люди меня пугают. Со мной в группе училась девочка с эталонной внешностью, на мой взгляд. Темные курчавые волосы, шапкой, белое мраморное лицо без единого пятнышка, натуральный румянец, нос, губы, темные глаза, средний рост. Но самое удивительное, что она была очень умной и хорошо училась. От таких идеальных лиц трудно оторвать взгляд. Наверное, поэтому кинокарьера Фредди не совсем удалась. Все внимание было приковано к его лицу, а не к характеру персонажа. Поэтому предположить, что серая мышка Лэйни приглянулась школьному небожителю Заку, было никак невозможно, и Лэйни отчаянно сопротивлялась. Хотя мне кажется, что Лэйни была гораздо симпатичнее школьной королевы Тейлор. Но внешность имеет значение при первой встрече. Потом же важны другие качества, чтобы человек хотел общаться с тобой. Зак, познакомившись с семьей Лэйни поближе, понял, что Лэйни тоскует по рано ушедшей матери и рисует ее портрет. Эту работу очень высоко оценивает наставница и помогает ей в выборе будущей профессии. Отличник и красавец Зак же, напротив, получает много предложений от колледжа и не может определиться в выборе. Также долго не может определиться и с выбором девушки. Когда ты рождаешься в нужной семье и с замечательной внешностью, и мозгами, и тебе нечего желать, потому что у тебя все есть, нет выстраданной мечты, тебе очень трудно определиться с выбором. У Лэйни же, наоборот, весь быт на ней, отец, младший брат, школа, живопись. А тут еще Зак со своими вниманиями, она не понимает, зачем ей все это. Но, к счастью, финал утешительный. Зак и Лэйни вместе. Я всегда думала, что актер Принц-младший родился с золотой ложкой во рту, но решила почитать его биографию. Его отец был стендапером и комедийным актером, бабушка по отцу была пуэрториканкой, а дедушка немцем, настоящая фамилия Пруцель. В 1975 году Фредди-старший женился на Кэтрин Элейн Кохран. 8 марта 1976 года у пары родился сын Фредди Принц-младший. В том же году жена подала на развод. Через несколько недель после этого события Принц-старший застрелился. Ему было всего 22 года. Так что насчет золотой ложки все как-то спорно. Но, к счастью, в 2002 году Принц-младший женился на Саре Мишель Геллар, и у них 2 детей, сын и дочь. Фредди тоже любит танцы и коллекционирует комиксы, является фанатом лондонского футбольного клуба «Арсенал» и поклонником восточно-азиатского кино. Фредди и Сара вместе 22 года. Они любят друг друга, они любят вместе готовить, у них счастливый брак. Нет головокружительной карьеры, зато есть хороший тыл. Но как тут им не позавидовать? Кто-то получает Оскары, но у них нет счастливой семьи, а у кого-то Оскара нет, да и вряд ли будет, но они счастливы. Рэйчел Ли Кук с 1997 по 1999 год встречалась с актером Шейном Уэстом. В 2000 году находилась в отношениях с актером Райаном Рейнольдсом. 14 августа 2004 года Рэйчел вышла замуж за актера Дэниела Гиллиса, с которым она встречалась меньше года до их свадьбы. У супругов 2 детей, дочь Шарлотта Истон Гиллис и сын Теодор Вига Салливан Гиллис. 13 июня 2019 года они объявили о расставании после почти 15 лет брака. В 2021 они развелись. С 2020 года находится в отношениях с американским продюсером Кевином Маном. Когда нам нравится происходящее на экране, мы верим в любовь, мы почему-то думаем, что это должно перетечь в реальность. Например, Питт и Джоли, страстная любовь на экране, страстная любовь в жизни. А когда это не так, лично я страшно разочаровываюсь. У меня ощущение, что меня обманули. Но тем не менее, на мой взгляд, фильм получился довольно милым. 25 лет срок немалый. Вспоминаем, говорим о нем при скромном бюджете, кассовые сборы отличны. А Фредди Принц-младший, очень красивый актер. В 2021 году вышел ремейк. Он весь такой. Главный герой парень, а спорившие на него девушки. По комментариям я поняла, что ремейк не переплюнул оригинал. Мне кажется, это участь всех ремейков. На сегодня все. Всем пока.